Я хочу сказать, что наш форум посвящен программам раннего вмешательства. И программам раннего вмешательства для самых разных детей. И одна из сложностей, с которой сталкивается сейчас наша страна, мы понимаем, что они нужны, эти программы, но мы не понимаем, как они должны выглядеть, что на сегодняшний день точно известно. Мы не знаем, как программа для семьи, которая только что получила ребенка из дома ребенка, и у которого есть поведенческие трудности, должна отличаться от программы для семьи, которая только что узнала диагноз аутизм. Мы не знаем, как программа раннего вмешательства для ребенка, который не ест самостоятельно и нуждается в специальном кресле, должна отличаться от программы для мамы, которая только что родила младенца и находится в послеродовой депрессии. Мы не знаем, как мы можем это финансировать. Мы не знаем, кто должен прийти в семью, и всегда ли должны прийти мы на дом, а когда мы должны делать что-то в центре. Мы не знаем, каким образом мы лучше всего можем помочь родителям. Что мы им должны делать? Читать лекции, показывать видеофильмы, раздавать буклеты, наставления, штрафовать, наказывать, заглядывать к ним в холодильник. Все это вопросы, которые мы должны себе задать для того, чтобы создать нормальную систему служб раннего вмешательства. Для того, чтобы система была нормальной, она должна быть из чего-то сделана. Лучше, если мы будем это делать, учась на чужих ошибках и на чужих успехах, чем будем придумывать что-то свое. Вчера на круглом столе мы с прессой и с коллегами обсуждали, что, собственно, делать. И мне кажется, что там достаточно важная звучала мысль о том, что бесполезно одну и ту же статью переводить на все языки мира и ждать, пока она устареет, чтобы начать переводить следующую. Давайте учиться от тех, кто уже прочитал 1000 статей, подумал об этом, провел свои исследования. Мы у них возьмем сразу готовые, а потом их обгоним. И сделаем лучше, чтобы они к нам приехали учиться. Но вот чтобы это сделать, нам нужно приглашать людей, которые в своей области понимают, как программа раннего вмешательства строится, как проводятся исследования об их эффективности. И поэтому я приглашаю замечательную коллегу Эрин Бартон, которая представляет университет Вандербильта. Она скажет о себе пару слов, и мы начнем сегодняшний первый пленарный доклад. Давайте поаплодируем ей. This one's fine. Okay, good. Thank you so much for having me. Спасибо большое за то, что я здесь. Thank you so much. Спасибо. So I'm excited, very excited to be here today. Я очень воодушевлена тем, что я здесь сегодня нахожусь. This is my first time in Moscow, and it's been wonderful. Это первый раз мой в Москве, и это, в общем, очень прекрасно все здесь. Today I'm going to talk about 5 different things. Сегодня я поговорю о 5 разных вещах. First, I'm going to start with a rationale for coaching families. Первое, что я хочу обсуждать, это зачем нам нужно обучать и готовить семьи. Then I'm going to talk about how to support specific skills. Потом я хотела бы обсудить, каким образом мы можем поддерживать развитие определенных навыков. And then I'm going to talk about research. А потом мы поговорим об исследованиях. And then I'm going to talk about some specific family coaching practices. А потом мы поговорим о некоторых специальных методах. Коучинг — это такое слово, когда я буду говорить обучение, но имеется в виду такую тренировку, подготовку в большей степени как партнеров. And then I'm going to talk about what skills to teach families to support their children. И вот эти специализированные стратегии, они направлены на то, как помочь родителям обучать специфических навыках своих детей, чтобы они достигали больших успехов. So the rationale for supporting families Ну вот зачем нам нужно поддерживать семью? is around supporting and strengthening the family's capacity to support their own children. Это необходимо для того, чтобы мы могли поддержать семью, чтобы она могла поддержать ребенка, чтобы он мог достичь своего наилучшего потенциала. We also know that when we teach parents how to support their children,
Мы также знаем, что когда мы обучаем родителей, как поддерживать своих детей, we see stronger, more lasting results. мы видим лучшие и более долгосрочные результаты. And in fact, we know that parent participation is essential for child success. И мы знаем, что вот участие родителей в программе необходимо для успеха ребенка. There we go. We also know that it's important to support parent responsivity Мы также знаем, что нам необходимо работать с родительской отзывчивостью. during daily routines. Она должна развиваться в те моменты, когда они осуществляют ежедневный уход за ребенком. So that children get intervention all day long rather than just with the practitioner. И тогда получается, что у ребенка получается поддержка и обучение в течение всего дня, а не только на занятия со специалистом. By teaching parents to be responsive all day long, we then support children having more learning opportunities throughout the day. И вот когда мы учим родителей быть более отзывчивыми, более отвечающими на сигналы ребенка в течение дня, мы делаем так, что он получает вот эту возможность обучения в течение всего времени. So that intensity is not about time, but about the number of learning opportunities. Потому что интенсивность, вот вы уже все слышите вот это волшебное слово интенсивность, она не про количество времени на самом деле, она про количество учебных попыток, возможностей для обучения, которые происходят. And it's really about helping parents during those daily routines. И это как раз очень связано с тем, в какие именно ежедневные рутины мы можем включить в нашу программу. So we like to use something called the transactional model. Мы обычно используем то, что называется транзакционной моделью. When we think about family coaching, because it helps to think about not only does the environment impact the child, but the child impacts the environment and the adult. И когда мы думаем о вот этом коучинге, обучении, приближенном к действительности, мы думаем о том, что не только мы влияем на ребенка, но и ребенок влияет на взрослых, на среду. And we have to provide extra support to parents who have children with disabilities or other health needs. Ну и мы знаем, что вот в этой модели нам нужно предоставлять помощь не только ребенку, но и родителям, которые заботятся о ребенке, у которого есть специальные потребности или нарушения в развитии. Because their daily lives and their routines might be more stressful and difficult. Потому что их ежедневные рутины могут приносить больше стресса при уходе за ребенком. We call this figure the cascading model. Ну вот мы называем это каскадом, каскадной моделью. And so we know that when we use effective family coaching strategies, Мы знаем, что когда мы используем эффективные стратегии коучинга для семьи, we can teach families evidence-based practices to use with their children. и мы можем обучать семьи использовать практики, основанные на доказательствах, когда они ухаживают за своими детьми. And then we see positive child change. И вот в результате этого мы видим позитивные изменения у ребенка. Oops. We also use what we call family-centered practices. Также мы используем практики, нацеленные или центрированные на семье. Where families are really at the center of the supports that we're providing. И семья находится в центре той поддержки, которую мы предоставляем. And we support the family in building their own competence and confidence in supporting their children. И мы поддерживаем семьи в том, чтобы они развивали уверенность в том, как они поддерживают своего ребенка, чтобы ребенок мог развивать свою уверенность в мире и в тех навыках, которые есть. And it's families who have the strongest influence on their children. И вот семьи как раз имеют наибольшее влияние на своих детей. And that occurs all day long during daily routines. И это происходит всегда в течение дня, в течение всех ежедневных активностей. They learn really important skills during those daily routines with their families. И они учатся важным навыкам в этих ежедневных активностях. And it's really about focusing on maximizing supports for the family. И это должно сфокусироваться на семье, чтобы максимизировать эффект. So one of the skills that we teach families to support their children То есть одним из навыков, которые мы должны научить семью, чтобы поддержать ребенка, is around their child's social emotional competence. это, собственно, область социально-эмоциональной компетенции ребенка.
so that we know that children develop an capacity to trust others, чтобы ребенок мог развивать возможности доверия другим, self-awareness of their emotions мог понимать свои эмоции and social skills, и социальные навыки, and they learn how to be independent in their family's daily routines. и понимал, как он может быть независим в рамках вот этих вот ежедневных рутин, которые происходят в семье. And all of that happens within the context of the family. И все это происходит в контексте, внутри семьи. And so social emotional development occurs within the context of the family. Вот социально-эмоциональное развитие происходит в семье. And that's my baby down there, right there. My child. Вот это вот ее собственный младенец там слева внизу. So we know that social emotional development is important because it leads to critical outcomes later in life. И мы знаем, что социально-эмоциональное развитие является чрезвычайно важным, потому что оно приводит к критически важным изменениям в течение всей жизни. And there's a critical need to address this with young children, with infants and toddlers. И у нас есть критическая необходимость, чрезвычайно важная необходимость начать с этим работать очень рано, с младенцами и с теми, кто только начинает развиваться детками младшего возраста. And we know from extensive research that when we address these social emotional needs early, we see positive outcomes. И если мы рано начинаем с этим работать, мы можем видеть позитивные исходы. Там у нас ошибка закралась. That's a little mistake in Russian translation. Не скудные, конечно, а, соответственно, снижаются результаты, да. But when we don't, we often see negative outcomes. Ну вот, когда мы, соответственно, не делаем этого, мы, соответственно, приходим к тому, что результаты не очень хорошими получаются. And so we know that there's a direct relationship between teaching children social emotional competence early. Но вот и есть взаимосвязь между обучением детей социально-эмоциональным навыкам рано в жизни And success as an adult. и потом успехом в последующей взрослой жизни. And it starts with success in school. И это начинается с успехов в школе. And we can set children up for success in school by supporting them before they enter school. И чтобы ребенок был успешен в школе, мы должны начать нашу поддержку, когда он еще маленький, он еще далеко до школы. And we do that by supporting their parents И and это возможно, если мы предоставляем поддержку его родителям. in creating high-quality environments at home. И мы помогаем создать вот это чувствительное, заботящееся окружение дома. And teaching children those social emotional skills early Но и вот обучение детей социально-эмоциональным навыкам на ранних стадиях is just as important as those academic skills or math and reading and science. не менее важно, чем обучение академическим наукам, чтению, счету. We also know that it's important to teach children how to play. А также известно, что важно учить детей играть. Play has practical value because И, собственно, зачем нужна игра? Она позволяет практиковаться. it's what young children do. Это то, что делают маленькие дети. It's predictive, Она предсказуемая игра. meaning children who play better end up having better social and emotional skills later in Она life. предсказывает на самом деле большие успехи. Те дети, которые играют лучше, более качественно, они и развиваются социально-эмоционально лучше. It's also an important context for interactions with other children and parents. И это очень важный контекст, внутри которого случается взаимодействие с другими детьми и родителями. And it's important to teach all children, especially children with disabilities, to do what their peers are doing. Ну и на самом деле это важно для всех детей, но особенно для детей с нарушениями играть и взаимодействовать с типично развивающимися сверстниками. And we know that play is a pivotal skill, meaning that it's related to learning other important skills. Ну и вот есть такое понятие ключевых навыков. Это навык, который приводит в дальнейшем как бы каскаду развития других навыков. И вот игра как раз является таким ключевым навыком. Play fosters independence and problem solving. А игра помогает независимости и решению проблем. And now I'm going to talk a little bit about the research
and some studies. А теперь мы поговорим о том, что, собственно, наука обо всем этом знает, что исследовать. We know that teaching parents responsive interaction skills has a positive impact on parents and their children. Мы знаем, что повышая родительскую отзывчивость, мы повышаем, соответственно, результаты развития ребенка в будущем. And teaching parents how to respond to their children's needs and their children's communication attempts. Это означает, что мы учим родителей отвечать на коммуникативные сигналы ребенка и на потребности ребенка. Is critical to teach children how to be social and communicate within their Это family. критически важно для того, чтобы помогать детям быть компетентными в социально-эмоциональной области и уметь коммуницировать свои нужды. And this study by Dunst et al. Showed that when we teach parents how to teach their children something, Ну вот и это исследование, которое проводил Данст с коллегами, оно нам показало, что если мы учим ухаживающих людей, parents feel more competent and confident, и родители начинают себя чувствовать более компетентными и уверенными, and they end up laughing and smiling and having longer interactions with their children. то получается, что они больше улыбаются, больше радуются и дольше взаимодействуют со своими детьми. Which is directly related to the child's social emotional outcomes later in life. Что абсолютно тесно связано с лучшими исходами социально-эмоционального развития для детей в будущем. In fact, we know that teaching adults how to be responsive is directly related to the child's emotional security and adult relationships later in И мы life. знаем точно, что вот обучение родителей и поддержка их связаны с тем, что дети становятся более компетентны в социально-эмоциональном развитии и лучше достигают больших успехов в взрослой жизни. And we know that teaching parents how to respond to their children when their children are interacting with them is the best predictor of good attachment. И мы также знаем, что это самый лучший предиктор, предсказатель хорошей привязанности в будущем, если мы учим родителей отвечать в тот момент, когда дети пытаются устанавливать коммуникацию с ними. So this study that I did with one of my students was actually part of a group training where we did initially a group training with parents. Ну вот это вот исследование, которое я проводила, оно с несколькими родителями, которые участвовали в групповых занятиях. And then this very complicated graph И вот здесь много таких вот всяких кривых. basically just shows that once we introduced individual coaching, You can use the pointer, I think. This? Here. Okay. Yeah. so here, once we started working with the parents individually, Ну вот мы начинаем работать с родителями индивидуально. we saw nice increases in their responsive play, Мы видим хорошие результаты в их отзывчивой, отвечающей игре. their use of specific praise with their Они children, начинают использовать специфическую похвалу для ребенка. their use of setting clear expectations and limits, Они начинают устанавливать ясные ожидания и ясные границы для ребенка. and then responding when children did engage in challenging behaviors or problem behaviors И потом appropriately. они отвечают, если ребенок начинает демонстрировать нежелательное поведение. And we saw decreases in child challenging behaviors over time. И мы видим вот эта вот нижняя графа, как проблемное поведение ребенка начинает снижаться, если все эти стратегии родители начинают использовать. This is the second family that we worked with, Это вот вторая семья, это ее графики. and we saw very similar results. И мы видим похожие результаты. And then this next study, we trained a early interventionist Ну вот это еще одно исследование, где мы занимались подготовкой специалистов по раннему вмешательству, to coach parents заниматься коучингом, тренингом для родителей, in addressing their child's challenging behaviors and reducing them. чтобы помогать справляться с проблемным поведением ребенка и уменьшать его. And so this graph shows once we started coaching, we saw increases
in appropriate ways to respond to their children. Ну и вот все вот эти графики, они показывают, как только мы начинаем коучинг, тренировку родителей, сразу же начинается снижение проблемного поведения. And we also saw really nice decreases in child challenging behaviors. И также мы, so but the first one was not challenging here, I understood. The first result was... It was, there were challenging behaviors as well at the bottom graph, yeah. Ну да, то есть она там показывает несколько разновидностей проблемного поведения. So in both studies, we taught parents to respond to their children's challenging behaviors in ways that decrease them. Ну и, соответственно, в чем заключается наше обучение? Это помогать родителям отвечать на проблемное поведение таким образом, чтобы его количество снижалось. But it also includes teaching parents to set clear expectations. Также мы учим устанавливать ясные ожидания. And teach their children really clear social and communication skills. И ясным образом учить социально-коммуникативным навыкам. As well as set up the environment to make challenging behavior less likely. И также структурировать, формировать окружение таким образом, чтобы проблемное поведение могло возникать реже. So those studies show kind of a summary of what we did and the results. Ну вот, соответственно, это некоторые такой суммарные выводы того, что вообще можно делать в этом исследовании, использования. So now I'm going to talk about some specific coaching practices. А сейчас мы с вами поговорим о специфических стратегиях подготовки. So specific things we did in those studies when we coached the families. Ну вот, что мы делали в этих исследованиях, чтобы учить семьи? So this shows the continuum. Это вот такой континуум, непрерывная шкала. Where at the beginning the coach is really modeling for the parent what to do. Поначалу тот, кто занимается обучением родителей, моделирует, показывает сам. And then gradually the parent becomes more competent. А потом родитель становится более уверенным, понимает, что нужно делать. And the coach just observes the parent working with their child. И тренер просто наблюдает, как родитель работает со своим ребенком. And playing with their child during daily routines. And then they reflect on what happened in between visits. И, собственно, это вот тоже, и это происходит где-то между визитами, вся вот эта интенсивная программа вмешательства и игра. So these are all the practices that I'm going to talk about today. Ну, это, собственно, вот те принципы, на которых все должно основываться. And what's important to remember is that these are all options for working with families. И это все разные варианты, которые вы можете использовать вместе или по отдельности, работая с семьей. You certainly wouldn't need to use all of them in one visit. Понятно, что за одно ваше посещение вы не можете все одновременно вот эти методы использовать. So the first thing is to make sure when we're working with families that we're brief and focused. То есть мы должны быть уверены, что когда мы проводим вмешательство, оно должно быть коротким, оно должно быть не кратким и целенаправленным. And that we identify with families what their daily routines are. И нам нужно понять вместе с семьей, как вообще их жизнь выглядит, как выглядят их ежедневные рутины. And we support families in embedding learning opportunities into what they're already doing. И как мы можем поддержать семью в то, чтобы они вот эти новые возможности для обучения ребенка включили в то, что они уже делают, чтобы ничего нового не нужно было делать. And so intervention should focus on supporting the child's participation in their family's routines. То есть, собственно, само вмешательство, оно как раз заключается в том, чтобы поддержать ребенка в том, чтобы он мог участвовать в том, что его семья уже с ним делает. And the professional has to adapt to the family's needs. И задача как раз специалиста адаптировать свои знания к тому, что происходит в семье. Which can be really hard to do for some professionals, but it's up to the professional to change what they do to support the family. Ну и для многих специалистов это является очень трудной задачей, но на самом деле это задача специалиста изменить то, что он думает, адаптируясь к условиям семьи. And we know if we focus on family routines,
Families are more likely to continue to use the strategies we're teaching them. И помните, что если мы на ежедневных делах, на рутинах семейных сфокусированы, то возникает больше вероятности того, что семья будет делать то, что мы рекомендуем. And if we talk to families about what routines may or may not be working for them, И если мы обсуждаем с семьей, вот что-то из рутин, может, для них не очень хорошо пока получается у них. and if we focus on routines that aren't working really well for them, И, может быть, мы как раз, если фокусируемся на тех самых ежедневных активностях, рутинах, которые пока не очень хорошо удаются, we might get more buy-in from them, and they might be more likely to listen to what we're saying. может, их вот так вот и завлечем, подкупим, если мы поможем справляться с тем, что на сегодняшний день сложно, и тогда они с большим энтузиазмом будут в нашей программе участвовать. So we start with really functional goals related to the family's routines. То есть мы должны начинать с очень функциональных целей, которые связаны с семейными рутинами и ежедневными активностями. And we monitor the child's progress and the family's progress within those routines. И мы отслеживаем прогресс ребенка и прогресс семьи внутри этих ежедневных активностей и рутин. We also use live or video modeling sometimes. Иногда мы используем моделирование, просто показываем или показываем видео для моделирования. And so live modeling or video modeling can be really important for showing parents what strategies we're talking about. И вот это вот моделирование в реальной жизни или видеомоделирование может быть очень важно для того, чтобы, соответственно, достигать успеха. And if we do have access to videos, if we can use videos, then sometimes we can leave that with parents so they can watch it when we're not there. И на самом деле, если мы используем видео, у видео есть еще одна такая штука. Его ведь можно оставить родителям, чтобы они его повторно посмотрели и еще раз подумали о том, что можно делать. We also need to support parents in self-reflection of what's working and isn't working within their routines. Мы также должны помогать семье заниматься рефлексией о том, что получается, а что не очень получается. So that over time, parents themselves can start to problem solve and fix what isn't working within their own И routine. в этой ситуации мы, собственно, поощряем родителей к тому, чтобы они начали думать о том, как эти проблемы решить. Не мы для них придумываем, а помогая им анализировать то, что получается, что не получается, помогаем им думать в эту сторону. And over time, teach their children to participate in their daily routines. И со временем помогать детям все больше и больше участвовать в ежедневных рутинах. We also can do something called role play, Мы также занимаемся ролевой игрой, where we allow parents an opportunity to practice new skills with the therapist, the other adult. Ага. Ну, когда мы, собственно, практикуемся в группе взрослых, а с другими взрослыми можно попробовать различные ролевые игры, чтобы вообще начать об этом думать. If they're reluctant to try a skill, sometimes we have them practice it on us or on the interventionist first. То есть, на самом деле, особенно если навык не очень хорошо дается или есть у родителей какие-то трудности, чтобы начать его использовать, они могут практиковаться на нас, на специалисте, который пришел. And then over time, move to practice with their own child. А потом потихонечку перейти к тому, что они будут это использовать со своим ребенком. I've mentioned routines often today. Ну вот я повторяю все время слово рутины сегодня. And most intervention is embedded into routines. И большинство стратегий вмешательства, оно включено внутрь вот этих вот ежедневных активностей, рутин. And that ensures that children have lots of learning opportunities. И это дает нам уверенность того, что у ребенка появляется множество возможностей для практики. It also increases the likelihood that parents keep doing what we're asking them to do. Но, кроме того, это дает нам уверенность в том, что это повысит вероятность того, что родители будут повторять то, что мы просим делать. Because routines are happening each day, Потому что all day, эти рутины, они каждый день происходят. and we're just asking them to make minor changes to those routines А мы их просим небольшие изменения в те ежедневные активности, которые уже есть, сделать. to teach their children new skills. Для того, чтобы научить их детей новым навыкам. We also know one of the most effective ways to teach adults new skills
is performance-based feedback. Мы также знаем, что самый успешный способ обучения взрослых – это дать им попробовать и попрактиковаться. Это вот, собственно, исполнение того, что вы учите. So we give parents lots of supportive feedback often. Мы даем родителям много поддерживающей обратной связи. And it's very positive and supportive. И это очень позитивно всегда и поддерживающе. And when we need to give corrective feedback or change what parents are doing, И когда нам нужно дать какой-то корректирующую обратную связь, когда мы хотим, чтобы взрослые поменяли то, что они делают, it should be very specific это должно быть очень-очень конкретно. and focused on what the child is doing. И оно должно быть сфокусировано на том, что ребенок делает. And we also need to make sure when we're giving corrective feedback, we give lots and lots of positive feedback as well. И если мы делаем какое-то замечание, если мы даем обратную связь, которая требует того, чтобы родители что-то поменяли, мы даем вместе с ней огромное количество похвалы за то, что уже хорошо получается. We don't want parents to only hear from us what they're doing wrong. Мы не хотим, чтобы родители слышали от нас только то, что мы делаем плохо. We also want Делают плохо, извините. them to hear what they're doing right. Мы хотим, чтобы они слышали от нас, что они уже делают правильно. And we need to be very specific. Нам нужно быть очень специфичными, очень конкретными. We also want to make sure that we're motivating families and parents to keep using the skills that we're teaching them to use. Кроме того, нам нужно быть уверенными в том, что мы поощряем, мотивируем родителей использовать те навыки, которым мы их учим. So we talk about making really minor changes to those daily routines. Поэтому мы всегда стараемся сделать очень маленькие изменения в ежедневных рутинах. And as I said before, really focusing on routines that might not be working well. И мы фокусируемся на тех ежедневных активностях, которые пока у семьи не очень получаются. And linking what we're doing within those routines to child outcomes. И мы связываем вот эти рутины, ежедневные активности с теми будущими успехами, которые мы хотим у ребенка. We can teach children to communicate, to socially interact. Мы можем учить детей вступать в коммуникацию, социальное взаимодействие, Motor skills, play skills, игровым навыкам, двигательным навыкам, and a variety of skills in those daily routines. самым разным навыкам внутри вот этих вот элементов ежедневного ухода, внутри рутины. We also want to make sure that we build parents' competence and confidence Мы также должны быть уверены, что мы развиваем родительскую уверенность и компетентность. in working with their child and in problem solving. Когда они работают со своим ребенком и решают проблемы. And we do that by engaging in collaborative problem solving. И мы используем так называемый сотрудничающий подход по решению проблем. So that parents know that they also have answers, and it's not just us, the experts, with answers. И вот это вот совместное решение проблем, оно помогает родителям понять, что у них есть ответы, а не только у нас есть ответы. And that they really are the experts on their child. И они главные эксперты в своем ребенке. And so it's important to not always have the exact solution to their problems. То есть мы не должны всегда приходить с готовым решением для их проблемы. And when they have concerns, we talk to them and work with them regarding a solution. И когда мы сталкиваемся с тем, что в семье есть какая-то проблема с ежедневной рутиной, мы у них спрашиваем, а что с этой проблемой сделать? Rather than always giving them an immediate answer. Вместо того, чтобы им немедленный совет и решение выдать. We might ask them about what has worked in other situations. Мы можем обсудить, а что помогает в других ситуациях. And we always focus on their strengths and what they're really good at. И мы фокусируемся на том, в чем их сильные стороны, что они уже хорошо делают. Another practice that we have to make sure we do is we monitor our own coaching. Мы также моделируем собственный коучинг, вот то, как мы их учим. And we make sure that we're using evidence-based coaching practices. И мы должны вообще проверить, мы-то сами используем стратегии обучения родителей, которые имеют доказанную эффективность.
And changing what we're doing if it's not working for the И family. мы вообще меняем то, что мы делаем. Если мы пришли в семью и что-то не получается, мы проанализируем, и изменили ли мы, и адаптировали ли мы то, что мы сами делаем, как потребность. And it's up to us as the practitioner to monitor our own coaching. И это, собственно, наша ответственность как специалиста менять наш способ обучения родителей. And know that we might have to do different things with different families to ensure their competence and confidence. И мы должны делать разные, использовать стратегии, по-разному подходить к разным семьям для того, чтобы повысить их компетентность и уверенность. Some families might need more intensive supports than others. Одни семьи будут нуждаться в более интенсивной поддержке, нежели другие. With some families, we might have to bring in other professionals to help us support them. Для некоторых семей мы можем привнести другие способы вмешательства и других наших коллег. It's actually translated as a competing. Yeah. Is it the competing as a fighting between? Just something that might get in the way of what we're teaching them to work. Ну и иногда бывают виды вмешательства, которые могут отвлекать семью от того, что нужно делать сейчас. So when we bring in other team members, we need to make sure we're all on the same page. То есть, если мы вообще работаем в междисциплинарной команде, есть специалисты еще, которые с семьей взаимодействуют, надо вообще убедиться, что мы все работаем в одном направлении. So that we're not working against each other, but we're working with each other to support the family. Мы не против друг друга работаем, а вместе на пользу ребенка и семьи. We also want to make sure that we understand the family's history. Мы также должны понимать, что мы знаем о истории семьи. And their experience, perhaps, with other interventions or other agencies. И мы знаем их предыдущий опыт общения с другими специалистами и другими службами. And we need to make sure that we're continually engaging in self-reflection so that we can make changes to what we're doing as needed. И мы также продолжаем вот эту рефлексию и анализ того, что мы делаем с семьей, для того, чтобы мы могли вносить изменения, если что-то идет не так. And because this work can be so hard and sometimes so difficult, we need to make sure we seek support for ourselves from other professionals И sometimes поскольку too. эта работа очень непростая, очень тяжелая и требующая от нас больших усилий, мы должны быть уверены, что мы сами-то не забываем просить поддержку и помощь у других специалистов и экспертов. Okay, now I'm going to talk about some specific strategies to teach families when we're coaching them. А теперь мы поговорим о некоторых специальных стратегиях, специфических стратегиях, когда мы учим семью справляться с определенными видами сложностей. And this is a figure that explains how to embed learning into routines. И вот это вот такой круг, в который дает вам идею о том, каким образом мы обучение можем включить в семейные рутины, в ежедневные активности семьи. So we start with what the family wants to teach their child. То есть мы начинаем с того... Okay. No, I saw you look at your watch. no, I'm just checking. Смотришь, что я на часы посмотрел, у нас все в порядке, не надо спешить, все хорошо. Sorry, could you please repeat? Yeah, that we start with families identifying what they want to teach their children. То есть мы должны начать с того, что мы вообще узнаем, а чему бы семья хотела сама научить своего ребенка. And then with families and homes, we think about what are those routines, what's happening across the day, and where can we embed learning. И, соответственно, дальше, следующим шагом, мы обсуждаем с семьей, в какие моменты мы хотим эти возможности для обучения включить. And we actually teach families how to embed learning trials into those routines. И мы также должны обсудить с семьей, каким образом мы будем, собственно, учить ребенка. And so this is where all the coaching happens. We coach families in doing that. Ну, то есть, вот, собственно, вот этот коучинг, тренировка, обучение семьи, оно таким образом и происходит. And then we monitor child progress to make sure that children are reaching their outcomes. А дальше мы должны понять, как мы измерим прогресс ребенка, чтобы мы знали, что ребенок достигает прогресса и его потенциал меняется. And so we think about this idea of a complete learning trial. И у нас есть идея вот этой завершенной учебной попытки, завершенного учебного блока. And so we're teaching parents how to set up
an environment so that children will use new skills. То есть мы учим семью, каким образом должно быть организовано окружение, в котором они будут ребенка учить новому навыку. And then teach parents how to give their children feedback regarding those skills. А потом мы учим тому, каким образом предоставлять обратную связь ребенку, если он выполняет или нет то, что мы хотим его научить. And when parents don't respond or don't give their children feedback regarding those Потому что skills, если родители не дают обратную связь ребенку в результате того поведения целевого, children might be less likely to keep doing it. ребенок с меньшей вероятностью будет делать то, чего мы от него хотим. So we don't want this to happen. Мы не хотим вот этой вот разорванной цепочки. We want this to happen. Мы хотим вот такую картинку. So one of the things that we teach parents how to teach their children is around communication. Ну и вот в большой степени то, чему мы учим родителей, что делать с детьми, связано с коммуникацией. So young children are still learning how to communicate, how to be social. И маленькие дети, они ведь у нас учатся, каким образом вступать в коммуникацию, как быть социальными. And I'm sure most of you have been around young children, and you know that sometimes they engage in challenging behaviors. Ну и вы все сталкивались с маленькими детьми, и вы знаете, что иногда они ведут себя не так, как нам хотелось бы. So we need to make sure that those challenging behaviors aren't effective for communicating. Ну и, соответственно, мы понимаем, что вот это проблемное поведение, оно чаще всего является видом коммуникации. And teach children communication skills that are effective so that they don't need to use challenging behaviors. То есть нам нужно сделать так, чтобы вот такой способ коммуникации перестал быть эффективным, а появились другие способы коммуникации, которые бы дали ребенку возможность сообщить об их потребностях. And we do this in daily routines. И мы это делаем в ежедневных рутинах. So we know that children engage in challenging behaviors because it works. Мы знаем, что дети проявляют нежелательное поведение, проблемное поведение, потому что оно для них работает. They either are getting access to something Они получают что-то в результате этого or avoiding something. или избегают чего-то в результате. And so we can teach parents how to teach their children to appropriately communicate. То есть мы можем учить родителей, чтобы они могли учить своих детей вступать в коммуникацию теми способами, которые более подходящими являются, Without using challenging behavior. не используя при этом проблемное поведение. We all know that sometimes when children tantrum, we end up giving them what they want, right? Ну вот, если в результате истерики ребенок всегда получал то, чего ему нужно, So we need to make sure that we don't do that, and we support parents in not doing that and in teaching their children appropriate communication то есть skills. мы, с одной стороны, должны учить родителей не поддерживать проблемное поведение, но с другой стороны, мы должны дать какое-то замещающее, другое поведение, которое послужит коммуникации. So we teach parents how to identify what might be causing the challenging behavior. Мы учим родителей определять причины, возможные причины проблемного поведения. And what the child might be communicating using that challenging behavior. И что ребенок собирается нам сообщить с помощью этого проблемного поведения. And it's usually communicating that they don't want something, like they don't want to get their diaper changed or... Ну и обычно ведь проблемное поведение, оно или сообщает, что я не хочу делать, например, не хочу я подгузник менять. And so we teach them how to say no, or I want a break, or that they just have to do it. Ну, и мы учим тому, как можно сказать, нет, мне нужен перерыв, или я не хочу, или еще чему-то такому, или учим тому, что да, это все равно нужно сделать. And we also know that children will use challenging behavior sometimes to indicate what they want more of, like they want a treat. Или наоборот, мы учим тому, чтобы попросить еще, если наоборот проблемное поведение означает, что ребенок хочет получить. And so we need to teach parents to teach their children to appropriately communicate those skills. То есть нам нужно научить родителей, чтобы они могли научить своих детей вступать в подобающую коммуникацию. There we go.
And so we start by thinking about what the purpose of the behavior is. Is it to avoid something or get more of И something? мы должны понимать, в чем задача нашего поведения. Избежать чего-то или получить чего-то. And we do this using 3 different types of skills. И мы это делаем, используя 3 разных типа навыков. We use prevention skills to make... Sorry. Мы используем профилактические навыки, превентивные навыки. And those prevention skills make it less likely that the behavior will happen at all. Ну и вот эти превентивные навыки помогают сделать так, чтобы проблемное поведение, скорее всего, не случилось. And then we teach parents to teach their children new replacement skills. Но также мы должны учить родителей замещающим проблемное поведение навыкам. That replace the challenging behavior. Тем навыкам, которые смогут заменить проблемное And are поведение. more effective than the challenging behavior. И они будут более эффективны, нежели проблемное поведение. And then we make sure to teach parents how to respond to the challenging behavior so it doesn't work. И следующий тип навыка – это каким образом отвечать на проблемное поведение. So these are some prevention strategies. Ну вот это некоторые превентивные профилактические стратегии. We teach parents to use lots and lots of praise and encouragement throughout the day. Мы учим родителей использовать много похвалы и поощрения в течение дня. We teach parents to set really clear expectations and limits. Мы учим родителей устанавливать ясные ожидания и границы. We teach parents to use what we call the first-then contingency. Мы учим использовать последовательность сначала-потом. So first you do something that you might not like or isn't fun, and then you get something that you do То like. есть сначала будет что-то, что, может, ты не очень любишь или не очень это весело делать, а потом будет как раз то, что ты любишь, и будет классно. And then we also teach parents to anticipate when their child might be getting upset and to help them calm down before they get too upset. А еще мы учим родителей предвосхищать те моменты, когда, может быть, ребенок переходит в ту стадию, когда сейчас ему что-то будет не нравиться, и каким образом мы можем ему помочь успокоиться быстрее. So these are some response strategies. So Это вот какие-то стратегии, которые в ответ мы используем. So ways to respond to challenging behaviors so that they're ineffective and don't work. То есть отвечать так, чтобы вот те стратегии, которые раньше ребенок использовал, они стали неэффективными и перестали работать. So the first one is something we call ignoring, Ну, первое, что обычно используют, это игнорирование. which isn't ignoring the child, Мы не игнорируем ребенка, but is ignoring the behavior. мы игнорируем поведение. Because we know oftentimes children will engage in challenging behaviors to get our attention. Потому что мы знаем, что частой причиной проблемного поведения является попытка получения нашего внимания. And so we ignore those minor challenging behaviors so they learn that's not going to work for getting our attention. Ну и, соответственно, мы игнорируем вот эти небольшие проблемные поведения для того, чтобы, если это является попыткой получить наше внимание. We also use something called redirection. Мы также используем то, что называется перенаправление. And that is quickly redirecting children to do something else instead of engaging in the challenging То есть behavior. мы пытаемся ребенка переключить на что-то, на какое-то другое занятие, сделать что-то позитивное, вместо того, чтобы заниматься нежелательным поведением. We also use something called logical or natural consequences, which isn't punitive. Ну вот мы также используем логичные и естественные последствия. Это не наказание. So if the child is at the park and doesn't want to leave the park, and then we're late for something, then the child doesn't get what we were going to be late for. Ну и, соответственно, вот, например, если ребенок в парке, из парка уходить не хочет, после этого должно быть какое-то занятие, которое, в общем, он хотел бы заниматься, но он его уже не получит, потому что он вовремя не ушел с парка. Another example is I use this with my son. Sometimes when he was little, he would dump the water out of the bathtub, which he wasn't supposed to do. And then the bath would be over because the water was gone. Ну вот она со своим сыном использовала, он любил всю воду выливать вечно из чашки, из стакана. Ну вылил и вылил, нет воды. So they're not punitive, but they're related to what the child's doing.
Ну вот, соответственно, наказания нет никакого, но это просто естественные последствия того, что ребенок сделал. And then we use something called neutral time, which is simply for the parents. It's, again, not punitive for the child. Ну и еще мы используем такую штуку, которая называется нейтральное время. Это для родителей, это не имеет отношения к наказанию. But we tell parents it's okay for you to go in the corner and take a deep breath and calm down. Мы просто учим родителей, что вообще нормально уйти куда-нибудь в уголочек, подышать там спокойно. Because we know when young children have challenging behaviors, it can also be really emotional for the adult. Потому что мы знаем, что иногда то, что ребенок нам демонстрирует, может быть очень эмоционально трудным для взрослых. So this is another set of strategies that teach communication skills. Вот это еще одна стратегия тому, как мы можем учить коммуникативным навыкам. So these are all different ways to teach children how to initiate communication. Это еще один способ тому, как учить ребенка инициировать коммуникацию. And so we might provide children with something that they need to ask us assistance to do. То есть, может быть, нам нужно сделать так, чтобы ребенку нужно было попросить помощь от нас. We might embed something new into the environment. Мы можем включить что-то новое в окружение ребенка. We might do something silly or unexpected. Мы можем сделать что-то глупое или неожиданное. So that they have a reaction and they communicate. Ну и у них будет реакция, они будут вступать в коммуникацию. We also might. We need to do something like what we've done, like, oh, Yeah. надо что-нибудь с вами такое сделать, чтобы вас оживить. Exactly. And then we also can give children a choice of two things. So do you want the water bottle or the cup? Ну или мы предлагаем выбор, ну, например, ты хочешь стакан или бутылку. And then they have to tell us. И им приходится нам сказать. We might give children a little bit at a time, a little tiny bit of cake or a treat, and so they have to ask for more. Ну и, соответственно, мы стараемся все разбить на маленькие шаги. Мы не дадим целую конфетку, нужно будет у нас каждый кусочек попросить. We might put toys that we know they really want to play with on a high shelf. Мы можем любимую игрушку положить высоко на полку. So they have to ask us to get those toys. Надо эту вообще игрушку теперь попросить от нас. When we're using these strategies, though, it's really important to make sure that children are not getting frustrated. Но при этом мы должны все эти стратегии сделать таким образом, чтобы не вызвать фрустрацию и расстройство ребенка. So we don't want to do it all day long. Мы не хотим, чтобы это весь день продолжалось. But a little bit during the day, so Но that they понемножку initiate это communication. можно сделать. That's my baby again. Это опять ее Long младенчик. time ago. These are just some other ways to be responsive to your child. So follow their interest. Ну и вот это вот, соответственно, некоторые идеи. Нужно следовать за интересом вашего ребенка. Talk using sentences or words they understand. Использовать длину фразы и слова, которые ребенок понимает. We talk about something called match turns, where we say something and then wait for them to respond before we talk again. Мы еще используем такую штуку, которая называется по очереди, когда мы что-то сделали, а потом должны подождать ответа ребенка. When we're playing with children, we talk about doing what they're doing or imitating what they're doing. Мы также используем стратегии имитации за ребенком, когда мы просим взрослого сделать то, что делает ребенок, сымитировать то, что его игру или что-то еще. And talking about it so that we're giving them words for what they're doing. И мы это обсуждаем, давая таким образом ему слова, чтобы он понимал, что это происходит, и мог это назвать. We also might repeat what they're saying during play and adding a little bit to it so that they learn more sophisticated language. Ну и кроме того, мы можем потихоньку расширять словарь в игре, добавляя новые слова и новые понятия, таким образом расширяя словарный запас. And then we talk about waiting for the child to initiate something rather than always telling them what to do. Кроме того, мы говорим о том, что нам иногда нужно подождать, чтобы ребенок инициировал взаимодействие или игру, а не всегда начинать это самостоятельно. We also talk about limiting questions so that we're not always asking them things that have specific answers. Мы поговорим о том, что нужно убирать лишние вопросы, которые не несут в себе большого значения, и мы должны спрашивать только, когда у нас есть конкретный вопрос.
We also talk about strategies to teach children to engage in better play and more play. Мы также должны научить стратегиям, как вовлекать ребенка в игру более высококачественную, более сложную. We talk about using multiple different strategies to imitate what they're doing and then expand on what they're doing. И мы обсуждаем, каким образом вот эту игру мы можем развивать, начиная с имитации, потом расширяя. And then we reinforce what they're doing by playing with them. А потом подкрепляем, играя с ними. And the more we teach children to play, the more learning opportunities we have throughout the day as well. Чем больше мы учим родителей играть с детьми, тем больше обучающих моментов в течение дня возникает. And we really follow the child's lead because we want to make sure that play is fun and not something that is a test or difficult for them. Boring. Or boring, yeah. Но когда мы вот пытаемся учить игре, мы должны понимать, что мы не делаем что-то, что является для ребенка скучным, бессмысленным, неинтересным или превращается в учебную задачу. So that is the end. So what I talked about was why we want to coach families, coaching strategies, and then what we might coach families to do. Ну вот и это то, собственно, как мы учим родителей расширять опыт ребенка и как мы, собственно, их учим быть. Мы занимаемся коучингом того, как они могут быть коучерами своих детей и расширять их возможности для обучения. And that's my email. Feel free to email me. Это моя электронная почта. Давай мы сейчас с вопросами поработаем. But I don't speak Russian, unfortunately. Вот по-русски не говорю, поэтому по-русски не пишите. У меня два коротких вопроса. Первый вопрос. Существуют ли какие-то критерии выбора семей для того, чтобы обучать родителей? Повторите еще раз. Есть ли определенные критерии выбора семьи, которые вы будете помогать подобным обучением? Do you have any specific criteria for the families you would like to include this type of the programs? Any families who are struggling with their children's behaviors and who have children who aren't able to fully participate in their family routines. То есть, собственно, любой ребенок, который демонстрирует проблемное для семьи поведение и который не может полноценно участвовать в ежедневных рутинах семьи, в ежедневных активностях, он является, конечно, это показание для того, чтобы такая программа была. Or families who have children who aren't meeting developmental milestones. Или, соответственно, если ребенок отстает в развитии от навыков, которые должны быть в этом возрасте. И второй вопрос. Если вы видите, что родитель не выполняет по каким-либо причинам ваши рекомендации, у вас есть какой-то стандартный протокол прекращения этой помощи, или вы действуете каждый раз индивидуально? So we usually try to change what we do. Мы обычно, протокол заключается в том, что мы должны изменить то, что мы делаем. To really work hard to get parents to buy in. Чтобы мы поработали лучше, чтобы родители поняли, чего мы хотим. And we focus on building a relationship with the family first. И мы вообще поначалу будем работать с тем, чтобы установить отношения и партнерство в семье. So that they like us. Чтобы мы им нравились. And they want us to keep coming back. И чтобы они хотели, чтобы мы к ним вернулись. But if they don't, then если не делают, ну, they certainly can refuse services. они могут отказаться от наших услуг. Но вы им не отказываете, вы до последнего ищете возможность повлиять на родителя. Yeah, so we work really hard to try to make sure that we're providing the supports that families Ну need. да, мы просто увеличим количество нашей работы и усилий для того, чтобы они вовлеклись в работу и поняли, что мы хотим. Could you please give any specific examples of the situation when the family is struggling? Я прошу какой-то конкретный пример привести, чтобы, может быть, было понятнее. И это второй уже, да, ваш вопрос? Да, это все, я поняла, да. Благодарю вас. Thank you.
Yeah, so sometimes we have families who themselves are struggling with their own mental health issues. Иногда у нас есть семьи, у которых у самих родителей есть нарушение психического здоровья. Or we have families who are struggling with maybe extreme poverty or trauma. И есть люди, которые живут в страшной бедности, которые перенесли психологические травмы. So we are understanding and responsive of those needs, and we get them, we support them in accessing other community supports. И наша задача помочь им найти те службы, которые помогут им в их ситуации. And we know that once we help them accessing those supports, then they can be ready to support their child И more. может быть последовательность будет такая: мы сначала будем работать над тем, чтобы они получили помощь от других услуг, чтобы вот эти проблемы экстренные были решены, и потом мы начинаем нашу программу. But if they're struggling with all those other issues, then sometimes they aren't ready, they aren't focused on supporting their child. They don't even see what their child's needs are quite Потому yet. что если они испытывают сейчас какие-то ужасные трудности просто в других областях, они, может быть, не могут вообще сконцентрироваться на том, каким образом там заниматься и что-то делать с ребенком. So we really want to build their confidence and competence. То есть мы хотим, вот ключевых два слова, развивать уверенность и, собственно, компетентность их, собственную, не нашу. And we also know, if you think about that transactional model, Вот если вы думаете о транзактной модели, if you have families who have children with severe health issues, they're children who are really sick or have multiple disabilities. ну вот если мы думаем о семье, в которой есть ребенок с серьезными медицинскими проблемами, ребенок с множественными нарушениями, The parents' interactions with the child might not be what the parent expects. на самом деле иногда родители вообще не думают о взаимодействии с ребенком. It might be really difficult И and это может быть, hard. правда, очень-очень нелегко. You know, if you think about interacting with the child with typical development, it's often easy to make them smile, you know, Ну and вот, laugh, например, если у вас типично развивающийся ребенок, то, в общем, нетрудно его заставить улыбнуться. which is fun, and then parents are more likely to do that, И right? это, собственно, здорово, весело, и когда ребенок улыбается, родитель будет делать чаще то, что заставляет ребенка улыбаться. But if you have children who are sick and don't feel well, or who have multiple disabilities, it might be more difficult to have those positive interactions. Но вот если у вас есть ребенок, у которого тяжелые нарушения здоровья, он болен серьезно, или у него множественные нарушения в развитии, тяжелые нарушения, вам может быть труднее добиться такого обратного эффекта. So parents might stop doing it. И родители могут прекратить попытки. So we want to make sure that we help those parents and make sure they don't stop. И мы-то должны убедиться в том, что мы таким семьям и родителям помогаем, чтобы они не прекращали эти попытки, And they try even harder. чтобы они могли попытаться еще сильнее. But we need to recognize how hard that is and that we continue to support Но them. мы должны понимать, что это им сложно. Does that help? Понятно, да? Ага, еще вопросы? Спасибо, Таня. У меня несколько вопросов. Первый вопрос: с какой периодичностью вы выходите в семью? Второй вопрос: есть ли какие-то другие формы взаимодействия, например, общение по скайпу, анализ видеоматериалов? Родители снимают вот ежедневные рутины на видео, вам для анализа направляют, например. И какие еще другие формы работы, поддерживающие с семьей, у вас реализуются? Yeah. Ага, спасибо большое. So- Сейчас мы попросим кого-нибудь микрофон у вас забрать из тех, кто нам помогает. И нам, Галь, пожалуйста, узнайте точно. Через 3 минуты. We need to finish in 3 minutes. Okay. Ага, start. That'll be quick. So we typically see families about once a week or once every 2 weeks. У нас обычная схема — это раз в неделю, раз в 2 недели. But remember that we're teaching parents and families what to do during daily routines. Но не забывайте, что мы-то работаем с ежедневными рутинами, с ежедневными активностями. So children get those learning opportunities all day long when we're not there. И
That's the idea. И, собственно, идея это в том, чтобы когда нас там нет, обучение не прекращалось, как бы и включалось в ежедневные рутины. So we focus on supporting families, and then they do И it all мы day long. сфокусированы на поддержке семьи, чтобы делать это. But let's not exclude the other services for the child. Oh, no, absolutely, yeah. И And вот the, чтобы было понятно, это не означает, что нет других услуг. Это просто то, что направлено на семью. А семья может ходить и на... absolutely. So, for example, for the child before autism, that will be... Yeah. Could you please tell the difference? Yeah, so for children who have more intensive needs, they might get more intensive supports all day long, multiple, hours a day sometimes, to support the child with autism, learning those effective social and Ну вот, communication например, skills. если у ребенка есть расстройство аутистического спектра, он может параллельно получать интенсивную программу вмешательства специалистам, которые много часов будет занятий тоже включать. So it really depends on the intensity of supports that the child needs. То есть вот эта штука, она зависит от того, какие есть потребности у ребенка. Мы говорим только о том компоненте, который вот про обучение родителей сейчас, про ранее. And then what was your second question? А There какой was- был второй вопрос? Ага. So what about the feedback from the family? How you are getting, if you are once or twice, once a week or Oh, once yeah. in 2 weeks, how you are getting the feedback from Yeah. the family? Do you... We come up with a system with the family, and so sometimes it's video, when they might take a video with their phone of what's happening across the day. Sometimes we have a checklist on paper that we use. Ну, Just depends. соответственно, для каждой семьи разрабатывается система вот этой обратной связи. Для некоторых семей мы сейчас используем, когда они на телефон записывают определенные кусочки взаимодействия, которые мы просматриваем. Для некоторых семей это будут специальные опросники о том, что у них получается в течение дня. Yeah. And we need to finish. Yeah. Спасибо большое, мы должны закончить. Спасибо за вопросы и за внимание. И спасибо, Эрин, большое. Thank